Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Очень приятно, что вы ждете нашей встречи с Павлом Щелиным. И, конечно же, здорово, что он прямо сейчас на связи, в прямом эфире перед нашей аудиторией. Павел, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители. Друзья, мы максимально интерактивны. Все как всегда, свои вопросы вы можете направлять в сообществе YouTube, оставлять заблаговременно. Также в чате трансляции мы к ним перейдем в самом конце беседы, пройдемся по основным таким моментам. Есть о чем поговорить на самом деле. И это... Ну вот знаете, вот это вот такая украинскость во многих вопросах, вот сегодня будет такой центральной темой, да, когда же она начала преобладать и где Украина свернула не туда, об этом всем по порядку, вместе, конечно, с геополитическими кульбитами, которые сейчас демонстрируются в мире. Обсуждение будет очень весомым, интересным, поэтому, как говорится, запаситесь хорошим настроением, включите аналитический подход к воспринимаемой информации и не забудьте лайк поставить и подписаться на Павла Щелина в Telegram, в Patreon, ну и, конечно, на YouTube. Спасибо большое всем, кто уже это сделал. И, конечно, как всегда, начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. Закончите предложение. Война России и Украины закончится... 3 точки. И дальше варианты ответов. Разделом Украины на 3-4 части. Капитуляциям Украины с сохранением. Ну, то есть то, что будет, будет Украина. Какая это уже вопрос? Ну, Украина будет. И, в общем, капитуляция, придется капитулировать. Ничем не закончится. Будет вот эта тягомотина не один там, год, 2, 5, 10. Это все будет то замораживаться, то размораживаться. Никто своих целей окончательно не добьется. Или еще один вариант. Закончится внезапно и новым Майданом. Ну, вот такая традиционная украинская забава. Новый Майдан, все закончилось и так далее. Начнем мы с этого ответа на вопрос. Вот как бы вы, анализируя все, что происходит сейчас, на каком этапе мы инфраструктурной, вообще войны, ситуации на фронте, политической, геополитической, вот что скажете? Вот к какому больше варианту склоняетесь? Ну, вы в этот раз задали очень интересный вопрос, Александр. Потому что, в принципе-то, любой ответ можно назвать верным. В зависимости от временной рамки, которую вы установите. Давайте попробую прокомментировать. Вероятен ли условно то, что вы назвали некий новый Майдан на одном из временных отрезков истории? Да, вероятен. Возможно ли, будет ли окончательное решение вопроса? Нет, не будет, потому что, если мы правильно поймем, что такое украинство, по крайней мере, с моей точки зрения, на основе моего понимания, что такое украинство, у этого проблемы не может быть окончательного решения, и всегда лишь некое динамическое равновесие. Поэтому эта тягомотина началась в Эдемском саду, и даже, можно сказать, раньше Эдемского сада, и будет длиться до второго, так сказать, пришествия. О, Господи. Ни много ни мало. При этом же, если говорить о конкретных формах, то да, могут быть самые разные. То есть изменение границ. Границы — это тоже всегда понятие динамическое и равновесное. Тоже вполне возможно. То есть оно тоже в каком-то смысле ответ на это не будет ложью. То есть интересный вопрос. Обычно у меня с вами резкое несогласие, а здесь именно скорее... несогласие именно в плане многозначности каждого из вариантов. В зависимости от того, что уважаемый зритель вложит в свой ответ, в каком-то смысле в этом ответе есть некая крупица истины. Я бы сказал, наверное, мой ответ был бы той или иной мера сочетания всех этих вариантов. Ну, мы в любом случае подведем итоги, дорогие друзья, поэтому проголосуйте, пожалуйста. Очень интересно ваше мнение, какой вариант победит, да, вот сейчас. Большинство по состоянию на начало нашего эфира за раздел на несколько частей. А ведь это и правда очень интересно. Опять-таки, смотрите, сейчас большие скандалы вокруг окружения президента Зеленского или там человека, который продлевает себе эту должность именем войны. Сейчас действительно вот много страстей. Я знаю, вы это не любите, но вот этот этап, я заметил, что все предсказуемо.
Смотрите, нам предрекали, что будет тяжелая зима, Россия будет бить по электростанциям, подстанциям, будет уничтожать инфраструктуру газовую, любую другую. Сейчас есть такие прогнозы, что начнется вот этап, когда мосты будут подвергаться ударам, ну, вместе там с ЖД-депо, а вот просто мосты через Днепр. То есть некоторые уже фактически обрисовали, взяли карандашик, обрисовали левобережную Украину, как вот театр глобального поля боя, где будет выжигаться все, что связано там, с войной и так далее. И в этот момент всплывают коррупционные скандалы. И когда украинцы сидят без света, им подбрасывают так вовремя, да, по предсказанному, как по нотам, что смотрите, а разокрали вашу защиту ваших трансформаторов, подстанций, все украли, сделали это там ближайшие люди к президенту Зеленскому, которые умотали за пару часов до обысков, то есть разогревается по полной программе. Одни делают вид, что, ой, ну, ничего не случилось, другие говорят, ах, это проклятые набушники, они работают на Россию, тем более, что связи уже как бы есть. Там и блокноты интересные фотографируют с российской символикой, и Миндич как бы фигурирует в связях с офисом Деркача, который сенатор в России. То есть вдуматься, парадокс этой войны. Не защищают инфраструктуру, отмывают деньги, и Россия помогает их выводить. Ну, или как люди в России, неофициальная, понятно, Россия. То есть это парадокс. Но у меня здесь вопрос другой. Если все по накатанным сценариям происходит, то это означает, что нас куда-то ведут и заводят. А украинский, ну вот вопрос, украинский характер, да, он этому только помогает. Получается, кукловоды очень хорошо изучили украинцев, даже лучше, чем украинцы сами себя. Ну, второе, это точно не удивительно. Давайте по вашему вопросу. Собственно, про войну, про инфраструктурную войну, про коррупцию. Начало с коррупции. Понимаете, слово коррупция, это уж, простите... Давайте я объясню такой пример. Представьте себе, что в Украине или в России человек, которого избрали на пост самого большого главы государства. Ну, то есть, назовете президентом, премьер-министром, гетьманом, царем. Не так важно. Или государем. Любое ваше дело. Начал тратить достоинство этого места. А пост главы государства – это высокое достоинство. Думаю, с этим согласится любой из зрителей. На то, чтобы торговать бейсболками, духами, часами, собирать пожертвования от частных лиц, чтобы провести ремонт резиденции, которая принадлежит, так сказать, не ему лично, а как бы является местом, так сказать, государственным. Как вы думаете, сказали бы вы, что он проклятый коррупционер, и то, что эта страна является просто коррупцией, основная проблема этого государства? Особенно мне понравилось, когда в условиях шатдауна кто-то задонатил, чтобы заплатить военным зарплату. Это просто нонсенс. Да, как бы отсылка, думаю, вполне понятная. Мы говорим о господине самым гениальным посланным небесами, как мы выяснили со слов восточных, так сказать, шахов Дональда Фредовича. Но это я к чему? Я к тому, что заметьте, что вот сама тема коррупции, не отрицая ее огромной важности, философской важности, онтологической важности, о настоящей коррупции можно и нужно говорить. Но давайте заметим то, что в контексте стран, которым отведена роль колониального придатка к франшизе демократическим, коррупция всегда является таким универсальным жупелом, чтобы отвлечь внимание на негодный объект. Да? Безусловно. И как вам скажут на Западе, у нас не лоббизм, у нас коррупция. Ну, понимаете, жена просто воспользовалась тем, чтобы вакцины ушли куда надо, какой компании. Это же не коррупция, это же просто так. А вот у вас это, конечно, коррупция. Я не говорю о том, что коррупция нет. Я говорю о том, что тот факт всплытия коррупции на того или иного лидера в такой стране в тот или иной момент всегда сопряжен не с тем, что он ворует, а с каким-то определенным лицемерной попыткой сыграть в очень такую
легко действительно просчитанную игру властного характера. Особенно смешно в украинском контексте, когда, ну, это, вы знаете, такая постоянная рекурсия, да, то есть тоже расходится пост Владимира Зеленского 2014 года, где он жалуется на хлопцев, хлопцы погибают, хлопцы засели в котлах, как это ай-яй-яй, злочинная влада, эти хлопцы бедные страждают. Теперь ровно та же злочинная влада, от которой тогда страдали хлопцы, точно такие же посты пишет про господина Зеленского. А вот, посмотрите, наши хлопцы же страдают. В общем, я призываю уважаемых зрителей не бегать в этом колесе, а попытаться немножко выйти из этого колеса. Вот это самая важная и самая сложная задача. Потому что самое легкое в этом моменте, оттолкнувшись от реальной боли, оттолкнувшись от реальных проблем, то, что хлопцы действительно страдают и коррупция действительно есть, продолжать эту бесполезную круговерть и задаться вопросами по-настоящему серьезными. Вот это такой первый комментарий про коррупцию. А комментарий про инфраструктурную войну и предсказуемость, и вообще про войну. Но мы с вами уже не раз цитируем, но, наверное, это стоит повторять, может быть, в каждом эфире, что главный принцип истории – это не сколько… Это хитрый план, но не хитрый план в конспирологическом понимании, а хитрый план в евангельском понимании. Благословен Господь, Евангелие от Луки, который развеял надменных помышлениями их сердец. Вот почему хитрый план. Нет никакой тайны и загадки в этой инфраструктурной войне. Как вам может сказать любой россиянин, но нам же сами украинцы объяснили, что любая подстанция, магазин и мост – это законная военная цель. Это что ж, получается, нам украинцев лгали, да? Ну или переводя, например, уже из такого современного интернет-фольклора, который тоже здесь упорно ложится, так сказать, в объяснение, теорема Тарана. Да, всего то, что не пожелает украинец россиянам, он получает в четверном объеме. Да? То есть Зеленский же обещал войну инфраструктурную, то, что Москва будет сидеть без света. Тоже как бы причинно-следственная связь. Да? То есть второй из этого вывод. В условиях непрекращающегося эмоционального давления, которое, разумеется, когда холодно, когда темно, когда действительно нету света, когда ломается лифт, когда все остановлено. Причем сейчас это может быть и на территориях, скажем так, сейчас Российской Федерации, на территориях того, то, что ваш собеседник Семен Уралов называет пост-Украина. Важно, тем не менее, находить в себе мужество и сил, не попадаться на эмоциональную, скажем так, ловушку и к минимуму начать видеть причинно-следственные связи. В идеале начать видеть исторические парадоксы, историософию. Поэтому, я думаю, мы подойдем ко второй части нашей сегодняшней беседы. Но как минимум давайте хотя бы замечать причинно-следовательные связи. События не происходят ниоткуда. У него есть вполне какое-то имя, фамилия, решение. И более того, все эти решения вполне открыты. Да? И когда ты аплодируешь условно обещанием, то, что Москва будет сидеть без света, потом вспомни эти аплодисменты, когда свет погаснет в твоем городе. Примерно так. Но парадоксально, все укладывается, и я не просто так сказал, что украинцев очень хорошо изучили, и они очень предсказуемые. Много сейчас есть вот таких мыслей о том, что вот свободолюбивые, да, где же вы, да, где же ваша свобода? Вот вам бусификация, вот вам налоги, вот вам цены, вот вам инфляция, вот вам удары, вот вам... У вас воруют, даже там не защищают ваши эти подстанции и все остальное. То есть, где же вы, ваши протесты, где же вы, украинцы? Многие к этому апеллируют. И апеллируют, наверное, справедливо. Но кажется, что украинцев очень хорошо исследовали. Лучше, чем других. Потому что настолько все предсказуемо. Вот правда. Я вот мостик хочу перебросить. Это такая неочевидная совсем параллель, но это точно так же и украинцы, которые в России. Они заняли сторону России, теперь в России. Точно такие же срочно сборщики, да, конфликты одних с другими. То есть... И это тоже такое ощущение складывается, что вроде бы как считается, что россияне и украинцы близки, но почему-то Запад изучил досконально болевые точки и все остальные точки украинцев. Почему так происходит? Хороший вопрос, но тут на него ответ достаточно простой.
именно действительно, скажем так, западной традиции принадлежит своеобразное достижение намеренного превращения гуманитарных, скажем так, гуманитарного искусства, то есть искусства человека, искусств о человеке в оружие. Они этим занимаются давно. То есть не все коллективно. То есть, опять, не Запад целиком. Есть очень конкретное, очень, на самом деле, малое число стран, даже не стран, скорее, а группы институций, которые занимаются это поколениями. Ну, один из примеров — британская этнографическая традиция. На полном, скажем так, серьезе британская этнографическая школа, она гораздо лучше. Ну, то есть, что лучше? Она сильна. То есть, если вот до сих пор, то есть, именно, допустим, специфика индийского племени, какого-нибудь специфика африканского племени, ну, можете понять, вам нужен был имперский контекст, множество самых разных распространенных земель, и чтобы ими управлять, вам нужно было их достаточно неплохо знать. Учитывая то, что изначально вы очень четко понимаете разницу между собой и ними. Ну, вспоминаем наше любимое стихотворение Киплинга «Полудемоны, полудети». Надо же как-то этими полудемонами, полудетьми управлять, да? И вот возникает широкая развитая этнографическая школа, которая позднее, через исследования, ну, может это, скажем так, через различные технологические усиления превращать в оружие, направленное против того или иного полудемона или полуребенка. А в русской традиции так не происходит. То есть, во-первых, у нас вообще гуманитарная наука гуманитарное искусство своего времени, своего достойного места так и не заняли. Это отдельная длинная тема. То есть, тут вот всплывает вся драма русского раскола, всплывает вся драма раскола между русским умом и русским сердцем. Но даже вынося сейчас это за скобки, русская этнографическая школа, когда исследовала кого-то другого, она все равно исследовала их как человека, со стремлением их понять. Просто ради самого и со стремлением найти между нами что-то общее. Вот это, помните, всемирная отзывчивость Достоевского, да? Вот русская этнографическая школа взяла в себя вот эту. А на основе всемирной отзывчивости вы оружие в первую очередь создавать не будете. А вот на основе, условно, британской этнографической традиции, которую потом помножим на технологии, ну, собственно, одна и та же традиция, пропаганда имени Эдварда Бернейса или всяких Уолтеров Липманов и же с ними, начала 20 века, технологии управления массовым обществом, вы создаете вот это прекрасное, мощное, скажем так, инструмент, который может, который является очень эффективным мечом, надо понимать. Самая технология когнитивного управления. И на частном случае, скажем так, действительно люди, которые разделяют в себе определенные этические принципы, которые можно назвать общим термином украинство. Ну, так уж получилось. То есть это вне, скажем так, этно на самом деле категория. Это скорее именно этическая категория. Хотя традиция исследования этнографическая, на мой взгляд, с философской точки зрения, категория прежде всего этическая, они действительно более уязвимы к этим самым технологиям. Я вам, отвечая на ваш вопрос, уже сказал про историю, которая началась сильно давно. Но вот один из фундаментальных принципов украинства является принцип «да не буду служить» и в сочетании с «а нас за шо». В принципе, принцип «да не буду служить» — это то, что вот, скажем так, в традиции христианского предания и даже в ряде культурных артефактов это был, собственно, лозунг восстания сатаны против Бога. Ну вот, ни много ни мало. Поэтому история эта началась давно. В той мере, в которой мы разделяем этот термин «да не буду служить», это этический принцип «да не буду служить», мы становимся уязвимы к тем манипулятивным технологиям, которые, скажем так, используют за работу с этим принципом как некое оружие. Просто вот повторюсь, в случае украинства там есть еще ряд этических принципов, которые дают вот эту комбинацию просто убийственную. То есть это «да не буду служить», «а нас за шо» и «я же не лох». Вот сочетание этой троичной, банально, знания этих трех принципов, наличие некого плана и воли этот план использовать, ну или некого желания. Ну, например, желание, скажем так, максимально ослабить русскую культуру, русскую традицию в широком смысле. Ну, потому что с точки зрения операторов этих процессов
И погибшие украинские солдаты, погибшие русские солдаты, погибшие русские солдаты, их это все вполне устраивает. Чем больше погибнет, тем лучше. Вот. И вот сочетание этих трех принципов дает возможность вам эту цель максимально легко воплощать. Павел, но почему украинцы? Вот почему? Ну, там, например, грузины, да, тоже такой ведь народ. Ну, с гонором. Ну, таким, в хорошем смысле этого слова. Я про народ говорю, да. То есть, что там мы еще? Ну, мы всячески видим стычки вот этой в средней полосе, ну, Азии, имеется в виду там Армения, Азербайджан, вот эти тоже с армянами, там то дружим, то не дружим, то вот эти выборы. Вот, понимаете, вот все везде щупальца проникли. Но именно вот эта категория, такое ощущение, что операторы войны, как вы выразились, они вообще сорвали джекпот и суперприз. Во-первых, это самая большая страна. Во-вторых, тут действительно аршином не измерить. И это касается не только России, а и Украины тоже. И все четко понимают, что если, например, будет, ну, там, наступление большое, ничего страшного, отодвинуться назад, но сохранятся украинские власти. Вовсю же говорят, что ну, ничего страшного, перенесем столицу во Львов, ну и оттуда будем там наносить дроновые удары еще и все остальное. Получается, что проблема изначально не в территориях, а в умах. И главный же момент, очень важный, почему вот этот проект западноукраинства, вот я так выражусь коряво, но вы понимаете, о чем речь, почему он победил? Почему он победил слабожанщину? Почему он победил там, Харьков как культурный и научный? Давайте так, вот говорите о гуманитарных науках, ну так зацепили вскользь эту тему. Но Харьков это прям место силы имперской науки. Там, подождите, там и университеты, и научная мысль, и это действительно первая столица. Почему победили вот эти, скажем так, посылы? Ну, не будем говорить гуцульские, ну, давайте так, западноукраинские. Нет, ну, даже насколько западноукраинские, это отдельная тема. Тут очень просто, потому что никакого другого украинства быть не может. Потому что то, что вы назвали слабожанщиной, это, простите, слободские полки какому царю служили? Русскому. Вся остальная территория, особенно городская, немыслима без русского контекста. Именно русского. Безо всякого украинства. И более того, она немыслима без связи с русской церковью. Вы упомянули грузин и армян. Заметьте именно то, вот почему. Этические категории украинства вы можете найти и там, и там. Но так получилось исторически, что на протяжении тысячелетий у них есть маленький корень, и у них есть корень и семя, которое позволяет сохранить себя, ну, пока они полностью от него, по крайней мере, не отреклись. Я говорю о церкви. Есть грузинская православная церковь, и у никого не возникает сомнений, что она есть. Есть армянская православная церковь. Хотя, заметьте, вот нынешнее, вот почему для армян очень опасное сейчас время, потому что сами армяне впервые, часть армянского руководства впервые для армянской традиции обратилась против армянской церкви. Это очень важно. Поэтому я просто предостерегаю, что сейчас для этой страны, для этого народа очень тяжелые времена. А украинской церкви нет. Есть русская церковь, а украинской церкви нет. И единственное место, где она есть как некий... Заметьте, даже на Западной Украине, я напоминаю, что история унии – это прежде всего была элитная история. Низовое население, вплоть до Талергофа, вплоть до самого начала 20 века, через систему братств массово держалось именно православие, православные меры. Иона Вышинский и многие другие. То есть это культурный момент. То есть, к сожалению, мы с вами это много говорили. В тот момент, когда, собственно, операторы создали проект украинства, с самого начала было понятно, что в конечном итоге всегда победит только вот этот самый радикальный антироссийский, потому что другого быть не может. Все другие проекты так или иначе придут к союзу с Россией и служению России. А, собственно, ради этого вся песня и писалась. Нет никакой иной ценности в Украине для, условно говоря, скажем так, операторов западной традиции, кроме как убиваться об Россию. А если вы не хотите убивать... Но они создали вот эту фундаментальную ловушку, что если вы не хотите убиваться об Россию, то придется отказаться от украинства. И это действительно так. То есть невозможно сохранить и то, и другое. И на самом деле именно в разрыве
между этими двумя выборами, мне кажется, сейчас и существует сознание среднего украинского обывателя. Он вроде бы уже массово, насколько мы сказать, и умирать об Россию не очень хочет. Ну, по крайней мере, массово не очень хочет. Еще какая-то доля хочет, то есть мы не знаем этой меры, но массового желания уже нет. Но и при этом принять, что цена от ухода от необходимости убиваться об Россию, это либо союз с Россией, а потом и служение России, тоже не хочет. И вот застряв между двумя этими положениями, этого более чем достаточно, чтобы операторы через создание новых дополнительных фигур отвлечения внимания, кормили мечтами по принципу, ну это просто Зеленский плохо воюет с Россией, а мы сейчас приведем господина З, господина А, господина П, господина ВГДШЗ, и вот мы победим, а но умирать, то есть все будет по-старому, но умирать вам не придется. И вот это в сердце попадает, ну так тогда, хорошо, да. Ну и вот пока вот этот фундаментальный вопрос в сердце людей бедной украинской земли не будет решен, война, на мой взгляд, будет продолжаться именно в этой части. А так, повторюсь, она будет продолжаться гораздо дольше, потому что главный ее фронт этический, то есть главное ее поле боя проходит к сердцу, и здесь фронт границ не имеет. Как-то так. Но здесь накладывается еще и возраст украинцев, потому что мы, когда вот берем... Я просто хочу поделить на два поколения. Ну, на две части. Вот эти все поколения на две части, да? Постарше, помоложе. Ну, вот так я хочу. Понятно, что это там градация. Если уходить в это мы можем об украинцах очень долго говорить. Тут накладываются и современные мировые тренды, да? Зумеры, миллениалы и так далее, и так далее. Но я именно вот об украинцах. Я смотрю, что старшее поколение, ну, они принимают правила игры. Ну, эти пенсионеры уезжают, они живут своей прошлой жизнью. Они хранят вот эти фотографии там с какими-то торжествами или фотосессиями довоенными еще тех лет, где они еще помоложе, и дети, и все вместе, а не так, как сейчас в войне. И все равно, получается, они поддерживают войну против России, хотя сами уже там редко воюют, хотя, если честно, вот мы смотрим, и многие обращают внимание, это, кстати, очень хорошее наблюдение, вот две картинки. Картинка первая — награждение, когда Зеленский махнул туда, в сторону Покровска, хотя некоторые говорят, что это был Краматорск, просто всех так, обустроили красиво. И там вот награждение, все такие в чистой форме, по 2 метра ростом, такие все солдаты, красиво. И бои покровские, видео все чаще и чаще появляются, и ты просто смотришь на этих, ребят, которые там и русскоязычные, и украинскоязычные, которые попадают в плен российской стороне. Ты даже не смотришь, я не хочу там смыслы обсуждать, что они говорят, что бросили, что нет там того, нет всего, нет еды, нет ничего. Ну, вот это все. Сегодня объявили, что все деблокировали, представляете? Все классно. Так ты смотришь на них, а это люди вообще... не такие здоровяки, им уже 50 плюс, причем это уже такие взрослые, те же самые взрослые люди. Если разделить украинское поколение на вот это вот старшее, условно, и младшее, опять-таки условно, не по демографическим признакам, как накладывается вот эта украинская западная идея на тех, кто еще условно помнит Советский Союз, тех, кто, собственно, прошел эти все колдобины независимости с 90-х, нулевых и так далее, на тех, кто условно этого всего не помнит. Такие, как Зеленский и помоложе. Две таких части. Вот что бы вы сказали, есть ли разница между этими украинцами в таком жестком деле, как война? Давайте подумаем. Хороший вопрос. Я бы, наверное, хотел заметить два момента в вашем вопросе. Первый момент – это общая трагедия, которую просто нужно понять, что главным товаром, именно, я намеренно использую это слово, хотя это звучит больно, и ресурсом украинского проекта, вот этого, его ценность для дрона-операторов являются, причем во все времена, являются боевые холопы. Вот это понятие «боевой холоп»
Причем, заметьте, его упомянули. Вы знаете, холоп не очень свободолюбивый. Да? То есть, как бы можно ему рассказывать про свободу, но никакими правами, никакими свободами он не обладает. Его можно в бусик записать при любой возможности, и тебе за это ничего не будет. И продать на экспорт. Поэтому боевой. Да? Поэтому он будет за что-то умирать. Не первый раз это происходит в истории этой земли, к сожалению. Но выводы, как говорится, сделаны никем вряд ли будут, поэтому, наверное, эта трагедия будет обречена повторяться. Просто это важно понимать. Опять-таки, если украинство, то боевые холопы. Не получится украинство без ТЦК. Причем нигде. Рано или поздно. Просто где-то, возможно, можно деньгами компенсировать, ресурсами компенсировать. Но в конечном итоге обязательно придете к бусикам. А теперь о поколенческой разнице. Здесь в каком-то смысле происходит, мне кажется, еще более трагичное обстоятельство. Да? То есть, что я имею в виду? Вот эта машина бесчеловечная, она паразитирует и использует против человека осколки его хороших качеств, но остановившихся слишком недостаточно высоко. Как, в принципе, и любой грех. В божественной комедии Данте один из способов понимания ада, в общем, за что люди там у него в аду оказываются, вот в его терминологии, ну, скажем так, в его философии, они остановили свое желание слишком рано, не возведя его до конца к благому, к источнику всех благих желаний. Ну, например, желание любви. Хорошее желание. Кто ж спорит, да? Но ты остановил его слишком рано, ты замкнул его на конкретном человеке, который, там, допустим, еще находится в браке с другим. То есть ты это желание любви, вместо того, чтобы возвести потом дальше, там, через это желание прийти к благодарности Творцу, ты его замкнул на более низком уровне бытия, тем самым согрешил, ну и потом оказываешься в аду. Вот что происходит с тем, что вы называете более старшим поколением? Что благое желание? В ним действительно вложено с детства то, что если Родина скажет, за Родину придется умирать. И это, в принципе, благая вещь. Защита родного дома, защита Отечества – это действительно историческая добродетель, которая воспета абсолютно во всех культурах. Проблема в том, что вот это добродетельное желание привязано к перевернутому симулякру. Да? То есть вот этого отечества, которое они должны защищать, на самом деле не существует. Это виртуальное понятие. Но взяв их за вот это настоящее желание, то есть, по сути, это сатанинская алхимия, да, надо понимать, это чисто алхимический процесс, работает во всех эзотерических практиках, можете какого-нибудь, не надо, не приглашайте, но так просто говорю, базовая, так скажем, магическая практика. А вот у молодого поколения они уже являются следующей итерацией вот этого процесса, и они от стадии веры в симулякры, да, то есть весь 19-20 век люди же верили в симулякры, в нацию, например. Вот современные люди в нацию не верят. Современное молодое поколение в нацию массово их заставить верить очень сложно. Они просто вообще ни во что не верят. Все это-ирония, все сарказм, все не по-настоящему, все понарошку. И таких людей поместить в бусик, ну, очень сложно. Это, знаете, как это, другой пример из этой области, ну, он связан косвенно. Наверное, может быть, видели там в интернете, сейчас идет волна жалоб работодателя как раз вашего там поколения на молодых сотрудников. То, что их невозможно заставить работать. Ну, условно, он там на работу приходит к часу, потом уходит, потому что у него эмоциональное выгорание, и вообще вот эта вся история. Не знаю, знаете, встречалась вам это или не встречалась, но феномен-то достаточно массовый. То есть, в чем разница? У этих ребят тоже парадоксально. Не от хорошего места. То есть, их отрицание дошло до, можно сказать, некой тотальной фазы. То есть, они не верят вообще ни во что. А во что-то верить человек должен. Но поскольку они не верят ни во что, их гораздо сложнее заставить верить в ненастоящее. И вот поэтому, мне кажется, имеет место тот парадокс, который вы написали. Они ко всему относятся гораздо с большим цинизмом. Ну, то есть, они, конечно, готовы верить, как это украинская держава, нация, но из Варшавы. Да, то есть, там, и я не осуждаю, просто говорю, как это работает. То есть, в виртуальности человек готов взаимодействовать с этим, скажем так, пространством и быть с ним в отношениях. Но вот этот скачок на реальные отношения в поколении не происходит. Это общий на самом деле феномен. То же самое происходит с браком, то же самое происходит с работой, то же самое происходит с многими другими понятиями.
феноменами. Трамп уже который раз повторяет, надо выпустить сторонам пар. Ну, мол, такой этап войны, ну вот надо выпустить пар. Звучит это, ну, я, с вашего позволения, выскажу свою точку зрения. Звучит это как, ну вот, многие же семьи, они как бы, да, вот, растяганные. Ну, вот, например, там, я имею в виду там поколение там, условных 90-х, постсоветские, да, когда условно подростки редко встречались с бабушками и дедушками, поэтому многим это будет пример незнаком. Но такое ощущение складывается, что здесь как бы встречается подросток, да, и дед. И как бы что он не сказал, типа, одни воспринимают как премудрость, да, другую, а другие как какой-то вселенский прикол. С точки зрения человека грамотного, это вселенский прикол. Почему? Потому что война – это продолжение политики, работают определенные механизмы. То есть это деятельность. Мы понимаем, что есть... Я, конечно, знаю людей, которые относятся к тому, что политология – это не наука, а просто ерунда. На самом деле нет такой науки. Но все-таки классически есть эта наука, есть политологи, они учатся, есть дипломаты, они учатся. Война заканчивается дипломатией по определенным законам, все как бы выписано, воюют не первый век, да, ну это все понятно. Но он говорит, выпустить пар. Это премудрость или такая беспросветная глупость, то, что он Это заявляет? хуцпа. Это хуцпа, дорогой Александр. Это... Ну, давайте так, здесь я не позволю себе то, что я редко делаю. Включу немножко эмоциональную реакцию. То есть, не включу, а обозначу ее. Вот когда это, когда, мне кажется, неважно, по какую сторону фронта сейчас воюет человек, и когда он слышит такое высказывание, чувство благородной ярости должно хотя бы как-то подниматься в его сердце. Потому что более презрительного, циничного высказывания от человека, который, повторюсь, использует кресло государя для торговли кепками, представить, мягко говоря, очень сложно. Это высказывание обесценивает всю ту историческую драму, которая происходит, всю ту глубину библейской трагедии, библейской боли, которая разворачивается на землях. И единственный его, скажем так, плюс, наверное, что он хорошо показывает вот истинное отношение владельцев пробкового шлема ко всем этим, скажем так, степным варварам, которые бегают по этим степям. Вот я пока так коротенько обозначу этот момент. Если же говорить о сути, то дело не о выпустить пар, а дело, в общем, большой историческом законе. То, что война не может закончиться действительно, пока не устранены причины, эту войну породившие. Война может сменить темп, сменить форму, сменить длительность. Но покуда живы причины, которые привели к войне, война будет продолжаться. Ну тогда возникает главный вопрос. А как переосмыслили эту войну со стороны России? Ведь там тоже поначалу, да и сейчас иногда встречаются очень жесткие перегибы об экзистенциальности, о каком-то невиданном вот сейчас или мы распадемся, или давайте вот все дружно. Ну, есть пропаганда военная, с одной и с другой стороны, в России она тоже присутствует. Но как эта война отразится культурно и как вот историософически на российской, да, историосовски на российской стороне? Ну вот смотрите, на российской сложно, на российской на самом деле тоже трагично, а вот на русской промыслительно, как бы по грехам нашим во многом необходимо. Ну, то есть, первое, да, есть вопрос пропаганды, можем отдельно их обсуждать, хотя, повторюсь, мне кажется, собеседники, которые это делают даже лучше и профессиональней, тот же Уралов, второй раз вспоминаем сегодня. Но то, что это конфликт экзистенциальный, не является пропагандистским утверждением. Это конфликт, действительно, эта война является экзистенциальной для русской культуры сейчас, потому что это конфликт о русском расколе, это конфликт гражданский на культурном уровне, и это конфликт об истинном имени этой, скажем так,
традиции и насколько она в состоянии свое истинное имя увидеть, оценить и принять, да, и заметить, и взять на саму себя. То есть, если говорить об главной причине войны, которая на самом деле является общей, то, что вот это истинное имя, истинный крест русской культуры, русской цивилизации, он был забыт, отринут, собственно, по разным самым причинам. И в каком-то смысле, наверное, война идет именно за обретение, за, правильно сказать, за вспоминание, то есть за воссоединение этой формы исторической с тем источником вечного содержания, только ради которого эта форма в истории существует, а не была стерта с лица земли за те тысячелетия, которые, скажем так, она коптит. Это коптит это пространство под небом. Вот. В России не сказать, что это понимание пришло. То есть я не буду тут... Нет необходимости вешать комплименты, как нет. Но мне кажется, началось маленькое, медленное движение к этому пониманию. А вот трагедия украинской земли, что там, что тут вместо хоть какого-никакого движения к этому пониманию был вот этот свободный выбор 22 года. Началось намеренное, осознанное, максимально сильное, за ценой не постоим движение, выбор от этого понимания к тому самому украинству, с которого вы начали свою беседу. И именно поэтому рисунок фронта сейчас такой, какой он есть, а не по какой другой. А если в широком масштабе, вот вы неоднократно употребляете фразу «украинцы убиваются об Россию», но также можно вот развернуть и сказать, что Россия убивается о НАТО, о Европу, о Запад. Вопрос. Нет, так сказать, к сожалению, не получится, потому что в России все-таки здесь есть цель понятная, которую вполне можно себе обозначить. И главное, без которой действительно на длинном историческом пути России не выжить. На государственном уровне это звучит как какое-никакое, но установление безопасности на своем западном фронтире. То есть есть западный фронтир, и с него не должно исходить стратегическая угроза, либо как минимум эта стратегическая угроза должна быть отодвинута от сакрально-исторического ядра. Сакрально-историческое ядро России – это тут Москва и вокруг. Да? То есть это последние столетия, вот до Ивана Третьего так точно, да, и состояние, когда условно с территории, которую осваивались русскими царями, да, с 17-16 века, Слободская Украина. Я напоминаю, что город Харьков основан Алексеем Михайловичем для продвижения в дикое поле, не им лично, а по сути, в рамках строительства Белгородской оборонительной черты. И вообще эти города строились в единое историческое время, единым историческим движением. То есть это история движения русских земель. Так вот, невозможно на длинной исторической дистанции смириться с возможностью для русской культуры, что из этой земли будет исходить угроза ее историческому центру. Если бы угроза не исходила, да, то можно было бы обсуждать. Но, как мы выяснили с вами в том числе, даже те вещи, в которых мы могли не верить в 22-м, за последние 3 года очень многое тайное стало явным. Угроза действительно осваивалась по плану, исходила и двигалась. Тут вы можете сказать, что Россия этой войной расплачивается за свои во многом, можно так сказать, в кавычках, грех и 17-го, и 91-го года, когда она позволила единому пространству распасться, потому что первичная ответственность, конечно, лежит на голове, и именно процессы распада единого целого, то есть то, благодаря чему целое распадалось, критическая точка действительно происходила в России. И в 17-м году, заметьте, но и в 91-м. То есть именно же через Ельцина, через РФССР главное движение к распаду Союза произошло от центра. Да, окраины и центр постоянно ослабляли, давление на центр внешними операторами постоянно осуществлялось через окраинами, но пока центр удерживал целостность, это давление не могло само по себе привести к распаду. Только когда центр соглашался, распад происходил. Оба раза. И вот в каком-то смысле эта война, она за это. И да, это трагедия. И да, за эту трагедию платятся огромные жертвы. В буквальном и в переносном смысле. То есть, я говорю, прежде всего, конечно, речь идет о жертве человеческой, да.
то есть жертвой пролитой крови, но и платятся, скажем так, многие разные там, от экономики, ну, от разных экономических вопросов до привычных, скажем так, аспектов жизни. Так или иначе происходит некий вот процесс перерождения. И этот процесс перерождения, точно так же, как и процесс рождения, не может быть безболезненным. Ну, никогда не происходит безболезненным. Я, по-моему, тоже вас цитировал. Есть такой большой трагизм, тоже, знаете, наш, к сожалению, исторический. Один из исторических законов. Я, кстати, бы поспорил с тем, что политология – это наука. Я как раз считаю, что политология – это не наука, но я и со второй частью утверждения не согласен, что это ерунда. Это не ерунда, просто это искусство. Есть искусство политики, а вот науки политики нет. Вот тут сиди и думай, похвалил Щелин политологию или нет. Ну, это отдельная тема интересная. Так я к чему? Одна из максим, скажем так, этого искусства звучит примерно так. К сожалению. Не доходит через голову, постучимся через печень. Хотелось бы, чтобы эти процессы перерождения, осознания, понимания происходили через наше сердце и через наш ум так, чтобы кровь не лилась. Но, к сожалению, когда оно не происходит, то приходит и кровь. То есть мы не можем от нашего нежелания, скажем так, то есть наше нежелание проливать кровь само по себе не спасет нас от платы за, скажем так, наши ошибки. А слово ошибка, собственно, означает слово грех. Это, собственно, в оригинальном смысле это промах. Промах – это и есть грех. Промах мимо цели – это и есть грех. Так вот, наше нежелание нести ответственность за наши промахи не спасет нас от необходимости эту ответственность понести. Вот примерно так. Если говорить об окраинах и сакральном центре, ну, условном, да, сакральном центре, то есть мнение, что вот если, например, брать парадигму, что есть три сестры: Россия, Украина, Беларусь, руки двух из трех сестер в крови, да, немножко пострадала репутация третьей, а там Украина обижается на Лукашенко. Лукашенко позвал всех украинцев к себе, а Зеленский говорит: не надо нас так звать, мы помним ракеты в 4 утра. Но по большому счету ключом, наверное, к выходу может стать как раз-таки Беларусь. Но мы этого не наблюдаем. Почему? Нет, я не согласен, потому что ключ... Я могу вам сказать, что будет, мне кажется, ключом. И ключ-то на самом деле мы все видим, который на наших глазах разворачивается. Ключом будет, не условно, очень конкретно, ключом будет подвиг таких людей, как митрополит Арсений. Вот это ключ. Ключ к выходу не будет напрямую историческим, потому что все исторические формы, которые сейчас есть на территории русской культуры, русской традиции, русской церкви, пока не дотягивают до масштаба того креста, который этой традиции выпало нести. И только через вспоминание этого, а это вспоминание возможно только через свидетельство таких людей, как Феодосий, таких людей, как Лонгин, таких людей, как Арсений, через это вспоминание, через это свидетельство, мне кажется, может забрешить надежда на выход длинный. Вот если мы говорим о настоящем выходе длинном, я сейчас не говорю о там промежуточном выходе, условно временная капитуляция у какого-то украинского государства и там война через 3 года. Такое это не выход. Выход настоящий будет, когда свет этого подвига по-настоящему затронет сердца. Условно, не только, я имею в виду на украинской земле, допустим, подвиг насельников монастыря, основанного митрополитом Зосимой на Донецком фронте, не меньше свет. Вот когда наши сердца научатся видеть этот свет, видеть этот подвиг и видеть это свидетельство, тогда мы сможем надеяться на то, чтобы как минимум братскую кровь проливать нам не приходилось. Другое дело то, что за этим станет следующий вопрос, собственно, почему операторы работают, потому что тогда придется работать с врагом внешним. Победив врага внутреннего, не спасешься напрямую от врага внешнего. Это немножко другая история, это интересно. Но а в чем подвиг? Опишите.
Потому что вот сегодня, как по заказу, сегодня СБУ выкатывает статистику, вообще чего вдруг? Ну, короче, 200 священнослужителей УПЦ разоблачили, работали на Россию, коллаборанты, негодяи. И вообще так-то, если кто забыл, то блаженнейшего Ануфрия, митрополита УПЦ, лишили гражданства. Сегодня это официально СБУ вдруг напомнила. Да, хотя все и так. В чем подвиг Арсения? В том, что он не хочет идти на обмен? Ну, условно, с позиции человека, опять-таки, рационально мыслящего по-западному и по-современному. Ну, пошел бы на обмен Арсений, ну, вернули бы кого-то со стороны России. Прошло бы там 3-4 полгода, не знаю, 3-4 месяца, полгода, год, хорошо. Ну, хотя все там, наверное, быстрее будет. Святогорская лавра перешла бы под контроль российской стороне, он бы приехал бы и служил в Святогорской лавре. Ну, вот если так рационально раскинуть по-мирскому. Но он говорит, что, ребята, у меня есть солдаты в ВСУ, которые от меня не отрекались, и я от них никогда не отрекусь. У меня есть моя паства, мои люди, мои братья и сестры. То есть он не идет на этот обмен. Опишите подвиг Арсения. Как вы видите его? Там дело не только в... Я могу дать так общее имя этого подвига, то, что посреди развернувшегося ада этот человек показывает всем, как оставаться человеком, смотрящим прежде всего на небо. То есть, собственно, как и оставаться человеком. Это самое главное. Потому что вы упомянули одну сторону его, скажем так, за что судят. Его же судят одновременно, ну, за, в общем, историю сюда можете посмотреть, но с церковной историей его судят за то, что человек не отрекся и от связи, ну, от русской церкви. Это потому он, а не другие. Ну, он и несколько еще митрополитов с ними, Лука, Феодосий, являются центром этой атаки. То есть те, которые не солгали, потому что украинская церковь, ну, УПЦ не может отречься от РПЦ, то есть не может даже отделиться без согласия на той последней. Так не работает церковь. Ну и по сути это и есть одна церковь. То есть он не прервал самые важные связи. И судят-то его главное именно за то, что он не прервал самые важные связи. И при этом, несмотря на вот понимание всей этой историософии, я думаю, Святым Духом он ее понимает гораздо лучше, чем все, что я тут могу вам, ну, то, что мы с вами обсуждаем. Он не покидает, условно не покидает этот Содом. То есть помните содомскую историю, сколько нужно праведников, чтобы Господь помиловал город. Вот Арсений это пример такого праведника в этом Содоме, который по своей воле из этого Содома не уходит, пока его напрямую оттуда не, скажем так, силой не выкинут. Ну, не то, что силой, но пока ему Господь прямо не скажет, уходи из Содома, все, тут уже не помилуй, огонь с неба. Вот тот факт, что Украина сейчас своих праведников выкидывает, а людей так называемых людей с татуировками электриков и прочими интересными символами на, скажем так, на своем теле всеми силами старается спасти, мне кажется, говорит, в принципе, все человеку, имеющему очи, чтобы видеть. Например. Символы электриков, это, конечно, да. Это в последнее время разошлось. Я просто не знаю, чтобы вас не поняло на YouTube, на всякий случай. 2 буквы «С», да, понятно. Как это? «Сила свободы» было написано на шевроне у бойца, которого награждал Зеленский в бункере. Павел. Но тут же прямая отсылка к язычию. Нам же говорят, слушайте, что вот это вот все? Мы кто? Мы славяне. Да, мы вообще, от нас вообще Россия и пошла со своими там, да, ну, это все, мы кто? А вот это все насильно, этот распустник Владимир, который там был очень любвеобильным, любил выпить и искал себе подходящую религию, ну вот выбрал. А что мы должны отрекаться от веры предков Перунав, кучи там других пантеона богов, славянской культуры, вот этой истории, язычества, только потому, что у какого-то Владимира что-то щелкнуло, ему нужно было, чтобы как бы с Византией объединить усилия в свое время, ну и, собственно, там, ну, свадьба, крестины, ну, подумаешь. А вот истина — это вот язычие, руны
и все остальное. Поэтому то, что вот это там, это уже потом Гитлер придумал там, и тоже, а это наше на самом деле, наше. Мы там арийцы, мы-то вот это вот белая раса. И вот это очень хорошо заходит во время войны. И на этом, собственно, в этом находят утешение. Ну, то есть, не псалтырик листают маленький себе там в окопе, да, а вот в этом находят утешение солдаты. И кажется, что это все дальше и дальше захватывает страну, потому что, а чего, мы не верим ни во что, значит, мы язычники. Много язычия в этой войне, как вам видится? Вот какой вес, да? Ну, у нас уже как бы час эфира, по-хорошему тема язычества заслуживает отдельного разговора. Может быть, собственно, в следующий раз оттолкнемся от нее. Потому что, давайте как бы я пытаюсь суть высказать. Смотрите, язычество гораздо больше в этой войне, потому что тема язычества и идолопоклонничества – это центральная тема вообще состояния современного человека. Вся-то, собственно, по большей части мы все с вами, господа, являемся не более чем как нечестными язычниками. Ну, условно, пример. Человек, который... Ну, допустим, давайте приведу такой пример. Древний Карфаген. Вопрос хаос, будущее всегда полно хаоса. Будет урожай, не будет урожай, будет ли успешно, приплывет ли корабль из моря, не плывет ли корабль из моря. Надо что-то делать. Ну, не то, что надо что-то делать. Ты не знаешь, как-то риск очень большой. Надо смягчить риск. И, собственно, человек, ну, допустим, нормальный карфагенянин, честный язычник, берет и приносит своего младенца, так сказать, вал, кладем в огонь, все нормально. На следующий год хороший урожай, корабль приплыл, во. А сильно ли это? А вторая фраза, ну, вы понимаете, будущее такое дело непонятно. А вот настоящая проблема, да и вообще дела у нас до этого нет, работы много и прочие другие вопросы. Ну и вот то, что один из первых декретов советской власти про легализацию абортов. Много ли в этом разницы по сути? Гораздо меньше. Единственная разница, что господин карфагенянин честен со собой и своими желаниями, а современный человек нет. А почему язычество на войне? Потому что война, как место, в котором граница между миром видимым и миром невидимым всегда гораздо тоньше, а эта граница везде тоньше, когда льется кровь, и когда вопрос жизни, грань жизни и смерти, оставляет человеку меньше возможностей остаться вот в этом равновесном, некотором подвешенном состоянии теплохладности. Ну, как бы я ни туда и ни сюда. Я и в Бога не верю, но и ни в черта. Не верю ни в Бога, ни в черта. Вот война – это место, где человек гораздо ближе к тому, чтобы либо подняться до святого и пролить кровь за други своя, то есть подняться над этим духом, либо уж провалиться в нормального берсерка. В любом случае это вырывает его из вот этого теплохладного, размеренного, успокоенного состояния. Поэтому в обществе, в церкви, в культуре, в которой и так в мирное время сильно в Бога не верят, и так-то, по сути, мыслим как язычники, не стоит удивляться, что во время войны расцветает, но даже здесь расцветает пародия тоже на язычество. К настоящему язычеству, такому, опять-таки, даже карфагенского типа, что же? Это все не дотягивает. Такой, знаете, небольшой ларпинг. Историк-ролевые игры. Потому что настоящее язычество, оно что же обладает протоколом жесточайшим. То есть, если вы поедете в какое-нибудь амазонское племя, те люди, к которым, по сути, свет Евангелия не приходило, и они остались вот в таком языческом состоянии, то видите, насколько серьезно люди относятся к этим вопросам. Там на шамана посмотришь не так, тебе голову срубят, и это будет оправдано. Потому что там этим неправильным взглядом ты все племя под угрозу действительно ставишь. То есть вот это настоящее язычество. Такое современному человеку тоже недоступно, поэтому даже из этой, вот, скажем так, состояния какой-то ларпинг, повторюсь, начинает, ну, вот эта игра происходит. А вот состояние берсерка происходит вполне по-настоящему. Выйти из этого состояния, повторюсь, можно только через любовь. А
К чему? И, ну, любовь подобна тому, которую показывает в том числе и Арсений. То есть через взгляд на небо. Через взгляд на небо и любовь. Так. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего вопроса и перейдем к вашим вопросам. Вы ждали эфира, вопросов порядочно поднакопилось. Я очень благодарен, что поддерживаете. Поддержите Павла, подпишитесь. Все его соцсети, и Телеграм, и Patreon, и YouTube в описании к этому видео. Традиционно, как всегда. Ну, тут пишут в чате: религия опиум для народа. Классическое выражение, да. Значит, закончите предложение. Война России и Украины закончится. 11% внезапно и новым Майданом. 19% ничем, никто до конца не победит. Будет вот такая молотиловка, тяни толкай. 21% капитуляция Украины, но какая-то часть Украины сохранится в каком-то виде. То есть, ну вот, откушенный кусок Украины. Ну а 49% все-таки разделом на 3-4 части. Я назвал... сказали, Смотрите, я назвал наш эфир «Чужбина Украина». И вы знаете, я вот так заметил, многие украинцы, которые столкнулись с войной у себя дома, в Харькове, в Донецкой области, там, да, раньше там, еще в Луганской области, они вот ближе старались держаться, там, например, в Днепре, ну, плюс-минус, да, в Одессу ехали многие. Сейчас Одессу перелопачивают, ну, как бы меняют культурный код. Днепр тоже. Это все еще с войной связано. Это все связано с политикой государственной и так далее. И получается, что ты вроде как в своей стране, но на чужине. Ну, на чужбине. Понимаете? И вот этот вот момент, наверное, самый опасный с точки зрения того, а какой будет Украина дальше. Если она стала чужой для многих, кто, спасаясь от войны, едет вглубь. Ну, Александр, мы с вами это говорили, к сожалению, это трагедия, ну, не то, что трагедия, это тот самый сложный выбор, который только становится актуальным. Я повторю, нет опции сохранить государство Украина, то есть на тех территориях, где будет государство Украина, будет и украинство, как национальная религия. Нет опции сохранить что-либо другое с сохранением Украины. И тем людям, которых... Ну, людям приходится выбирать. Вот тем людям, которых вы перечислили, ну, в конечном итоге, кому они служат, в кого они верят, кому они молятся, что им дороже. И в зависимости от этого им придется принимать честные решения и честно смотреть в будущее. Если Зеленского... Это будет... то есть, объясню, если вот, ну, допустим, Одесса не хочет сохранить все то, что не вписывается в украинство, ей придется уходить из украинства, если вы понимаете, о чем речь. Либо уже придется по-настоящему отдавать жертвовать украинству то, что она хочет сохранить. Вот настоящий выбор. Все попытки этот выбор прикрыть лаком, сказать, что, ну, это, возможно, вообще и уходить не надо, и сейчас Трамп с Путиным, все, сейчас мы нагнем, сейчас мы хитро всех обманем, сейчас мы все будет, а потом все будет по-старому, не получится. Не будет. А этих мы вообще своих разгулявшихся электриков к ногтю поставим, мы ж так справимся, и вообще мы свободолюбивые, и вообще, если власть нас не устраивает, мы ее потом свергнем. Но это вот то самое, то, что мы начинали, классическая разводка когнитивного управления гордым надменным сердцем. Ну, понятно, не будет ни Бабеля, ни Пушкина, Катерины уже нет, ну и так далее, и так далее. Значит, если Зеленского не будет, вот раз и не стало Зеленского, ну, не знаю, кто-то говорит, сбежал, там, правительство в Польше, кто-то говорит, там, ракета прилетит, кто-то говорит, просто говорит, я устал, я ухожу, и ушел. Ну, наколядовали, все нормально, там, Миндичи и остальное. Вот не станет Зеленского. Вот насколько это такой стержень, на котором держится сейчас Украина? Оцените. Вообще не стержень. Вообще совершенно не стержень. Стержень – это вот эти идеи. Это антироссия как религия. Это не буду служить. Это отказ от общей исторической и вечной судьбы. Вот это стержень. А Зеленский – это просто, скажем так, временное воплощение этого стержня. Ну, собственно, почитайте статьи господина Залужного, которого, ну, как ваши эксперты обсуждают, один из вероятных кандидатов «Война до конца».
То есть, по сути, вечная война. Вся статья про вечную войну с Россией. То есть, господин Зеленский как бы тут ничего сам по себе не отменяет. И повторю, никакой другой так называемый альтернативный проект с Украиной в названии этого паттерна не решит. Переходим к вашим вопросам. Начнем с закрытого клуба. Здесь такие вопросы. На стене у Павла Анна видела, висят портреты, в том числе Мусоргского. Какая опера этого композитора Павлу ближе, Борис Годунов или Хованщина? Ну, я просто, дайте сразу, не отвечаю на этот вопрос, не люблю отвечать на поставленные вопросы. У Мусоргского мне больше всего нравятся картинки с выставки. Это цикл произведений коротких. Вот это мне очень нравится. Хорошо. Значит, следующий вопрос. Нынешняя администрация США и вообще республиканцы – люди в целом более верующие, чем демократы. В основном это католики. Католичество практикует простоту, иначе бы не было миллиард католиков в мире. Условно говоря, ковровые бомбардировки во имя Господа вполне возможны, на мой взгляд. Павел, какая администрация лучше для мира? Верующие республиканцы или сомневающиеся демократы? Верующие во что республиканцы, да? Хороший вопрос. Верующие в Америку по надусе вряд ли сильно лучше, скажем так, для мира. Нет, для мира, опять-таки, сложно сказать, для какого конкретно. Это самый важный вопрос. На длинной дистанции для мира лучше, когда каждая культура, традиция обретет свое истинное имя и перестанет обращаться к белому сахибу за печать, что он за печать на бумажке, что ладно, так и быть, вы тоже типа человек. Красиво. Тем более сейчас, это я вчера во время прямого эфира собственно, сообщал о том, что, в общем, есть исследования, определенное исследование, как бы о том, что белый человек подвержен такому явлению, называется это явление инвалидность, когнитивная инвалидность. Представляете, уже нашли ученые такой термин. Когнитивный... Что это значит? Означает, что... Я знаю. В общем, человек перестает... разбираться концентрироваться на суждениях, на темах, в общем, быть по-настоящему таким дотошным. То есть, у нас это называется как-то по-другому, что-то с наукообразием что-то, да, то есть, именно научная мысль, такая научная дотошность. Концентрация падает. Падает концентрация у человека, у белого именно, и поэтому такая история. Вполне вероятно. Так, значит, все отлично с картинкой у нас, Павел, все замечательно. Мы продолжаем. Вопрос. Ким задает. Александр и Павел, добрый вечер. Вопрос гостю. Я проживаю в России и понимаю, что в России не хватает идеологии, чтобы верхушка показала направление, и все объединились, шли к цели. Какую, Павел, видит идеологию России сейчас, если она есть, или будущую? Заранее спасибо, приходите чаще. Хорошего долго ждут. Никакая. Короткий ответ. Если про идеологию, то никакая. Идеология есть подделка под веру, под настоящее. А если говорить о том, как я вижу русскую идею на всем протяжении истории, то только как Христос воскресе. Понятно. Русская идея Христос воскресе, да. Продолжаем. Павел, здравствуйте, Дмитрий из Ялты. Рокфеллер менял сердце 7 раз, но все равно умер. Многие богатые люди пытаются вернуть молодость. Посмотрите на Киркорова. Или цепляются за жизнь, как Рокфеллер. На каком месте по значимости для элит стоит желание долгой, если не вечной жизни, и почему в это направление особо богачи не вкладываются? То есть вложения есть, но нет прям огромных научных центров с лучшими умами, которые ищут эликсир вечности. Получается, не хочет человек жить в разы больше отведенного? Первая часть вопроса верная, вторая часть вопроса, с чего вы взяли, что их нет. Есть, конечно, просто не про ваш не про ваш счет. А так все нормально, все пытаются. Нет, идея бессмертия – это как раз фундаментальная же наша гностическая, сатанинская идея. Как бы нам так решить, как
как это, грешить без ограничений, но и не умирать. Да? То есть, если путь веры предполагает вам, тоже говорить смерти нет, но для этого определенный путь пройти надо, то вот, соответственно, вот эта версия мировоззрения тоже пытается сказать, что смерти не будет. Ну, по крайней мере, для людей, список людей, для которых смерти не будет, прилагается через вот разные технологии. Но пока Божьим промыслом, не получится это у них одним словом, но желание это очень-то понятно. Желание как раз очень понятно, избежать его вряд ли удастся. Я просто хотел бы обратить внимание, как вот этот образ людей, пересаживаемых сердце, там кровь, переливают ради омоложения, сразу уточню. Не ради спасения жизни там, во время болезни, а именно ради так называемого омоложения, или некоторые даже умудряются кровь переливать с похмелья. Да? Чтобы от похмелья не мучиться, я кровь себе перелью, то есть тоже погрешу, а броки греха не понесу. Как в культуре это хорошо отражено через образы вампиры, зомби, разные там оборотни. Нет, оборотни это немножко другое, но вот образ вампира, который, на самом деле, заметьте, централен в современной массовой культуре, он же во многом именно про это. Так что в каком-то смысле саги, сказки, они отражают это гораздо лучше, чем тоже разные научные рассказы. Добрый вечер, Кристина Мина спрашивает. Пишу с Греции. У меня такой вопрос. Верите ли вы в агрессивную исламизацию Европы? Прошу прощения за этот термин, но, в общем, с огромным уважением к вашему труду задаю такой вопрос. Хотелось бы, конечно, с человеком поговорить, иметь возможность уточнить, что человек имеет в виду, потому что что значит агрессивная исламизация? Да? То есть, первое, что значит агрессивное? Агрессивное в том смысле, что оно нарушает статус-кво, конечно, да. Агрессивное в смысле то, что супер-мега поставлена цель, прям намеренная, тоже может быть в какой-то мере да, но не это главное. А причина, по которой при этом имеет ли место факт постепенной исламизации, да, имеет. Но главная эта причина, почему факт исламизации проходит, я вам такой приведу пример. Когда путешествуете по Бельгии какой-нибудь, или Голландии, или по Шотландии, вы можете обнаружить множество церквей, в которые переделаны в отели, гостиницы, рестораны, ночные клубы. Вот когда алтарь своего бога оставлен, не удивляйтесь, что приходят люди на ваши места, которые верят хоть во что-то. Это трагедия, но эту трагедию прямо описана, собственно, в Ветхом Завете в том числе, когда Господь, я не помню точную цитату, но Господь, по сути, говорит о том, что в Второзаконии, если ты оставишь свой завет с Богом, то чужак придет на твою территорию и будет пожинать плоды твоего труда, твоих дочерей, дочери будут прислуживать ему, сыновья умирать или будут убиты за него, или будут им убиты, а жен он возьмет в себе условно в гарем. Так что все по закону историческому, все по закону. Да, значит, исламизация Европы, конечно, популярный вопрос, но есть такой. Павел от Петра вопрос. Павел, русский мир. Почему это мир со столицей, где популяция русских в геометрической прогрессии замещается иными? Я имею в виду в столице русского мира, как бы Москва. Понимаю аргумент. Первый аргумент – преувеличение, опять-таки. Просто цифры геометрической прогрессии не оставьте. Если говорить о России, то Россия по-прежнему остается, если мы посмотрим на реальную статистику, то условно состояние здорового центра ядра, то там примерно 85/15, да? Реальных процентов общего. То есть это первый все-таки. Будем немножко точны с теми данными, которые мы оперируем. Второе. Почему, тем не менее, в столице происходит? Потому что, собственно, гностический вирус модерн, это русский ум, осаждает не меньше, поэтому, если в Британии такое происходит, то почему бы, соответственно, не происходить? И сказать то, что алтарь даже в России полностью, скажем так, не оставлен, было бы преувеличением. Правильно сказать, что алтарь не оставлен до конца, это очень важно. И если вы посмотрите на самое, наверное, единственная радостная новость этого года, что доля именно молодых людей, которые снова обратили внимание на алтарь в России, резко выросла за последние 10 лет. Это, наверное, самый оптимистический показатель. А так закон един для всех. То есть, условно говоря, если
там русский народ оставит свой исторический крест, то будет с ним точно так же, как с этим, условно говоря, с Лондоном, Бирмингемом и всякими другими вот этими городами, над которыми все так смеются. То есть закон един для всех. Если американцы там свой завет даст, точно так же это будет. Процесс-то един. Просто, наверное, мой тезис, то, что да, мы не можем, наверное, каждый из нас там влиять на государственные решения. Не знаю, может, нас президент послушает, ладно, вы можете. Большая часть зрителей не может. А вот про свое сердце, про свою семью, про свой дом, про вообще мы влиять можем гораздо больше. И я просто призываю наших уважаемых зрителей в эту эпоху, скажем так, отчаяния обратить внимание на то, что мы делать в состоянии. Вот примерно так. Ну а почему Москва? Ну, потому что Третий Рим, престол и все вот эти вещи никто не отменял. Как бы завет пока не разорван, поэтому все работает. Значит, Виталий, есть конспирологическая теория, что Венесуэла Трампу сдалась не из-за нефти, а из-за поставок из-за поставок наркотиков, а для перенаправления потоков крипты наркобаронов. Если предположить, что истинные цели настолько скрыты в тумане инфошума, то что же тогда на самом деле всех так интересует в украинской войне? Заранее спасибо за ответ. Главное, мне кажется, смысл, который... если говорить о реальные интересы. Первый поверхностно исторический. Земля-то хорошая. И боевые рабы тоже вполне товар ценный. Это вполне хорошо. Это самый низкий, поделен, расписан. Я тут напоминаю уважаемым зрителям, то, что в украинском государстве земля не принадлежит украинским гражданам. Мы не знаем, кому принадлежит эта земля. Удобно, реестр с начала войны закрыт. И, соответственно, кто кому что, когда и где продал, мы не знаем. Это вот первое. То есть есть прямой интерес. Далее есть интерес стратегический. Да, интерес стратегический, чтобы Россия как историческое государство не получила возможности конкурировать, скажем, она себе слишком много позволила. Она позволила себе серьезно думать, что она на равных с белыми людьми разговаривать может. И требует от них уважения. Это неприемлемо, мягко говоря. За это надо наказывать. Если есть такой удобный геодрон, как государство Украина, который, собственно, ради этой цели создавался, то почему бы им не воспользоваться? Ну, а третий сакральный уровень – это про русский трон, про русский престол и вот про русского царя. За это война идет. Чтобы он был, и чтобы его не было. Да, объединю два вопроса. Значит, двух пользователей. Один спрашивает... собственно, катарсис, когда украинцы поймут, что ими правит фашистующий режим, и русские действительно шли помочь от него освободиться, но от фашистского режима тут же Уралов говорит, нельзя избавиться изнутри, поэтому не надо было браться за оружие или в чем-то в другом. Это один пользователь. И сразу присовокуплю другого. Зачем свет выключать Украине? Ведь от этого страдают исключительно мирные люди и бизнес. А на этих мирных людей и бизнес власти плевать, Западу плевать. Расчет на бунт у Москвы. Так бунтовать некому. Зеленский точно не пойдет на переговоры из-за блэкаутов. Зачем мучить народ? Спасибо. Кстати, я здесь с Ураловым не согласен. Я не согласен с первой частью утверждения, а со второй. В общем, как бы тоже не прискорбно не было. В 22-м, конечно, никто никого освобождать не шел. Шли в надежде быстро решить, если иметь именно государственное намерение, как не видится, решить те государственные задачи, которые были озвучены. Условно, стамбульский формат, да, то есть то, что там, то, что там было тогда прописано, то, в принципе, и надеялись в той или иной мере сделать. Это, скажем так, условия политические, которые Москву тогда устраивали. Про освобождение Москва тогда не думала. И вообще важный навык при анализе событий – научиться разделять осознанное намерение актора и перипетию исторического процесса, который чаще всего именно действует через неосознанные намерения. Это два разных, скажем так, на самом деле явления, но мы сами, собственно, часто их обсуждаем. А вопрос про свет, к сожалению, фактически, то есть здесь можно всегда отослать, знаете, к знаменитой речи во время бомбардировок Югославии. Давайте я зачитаю. Брюссель, 25 мая 1999 года. К сожалению, от электроэнергии тоже зависит система командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы его граждан были вода и электричество,
то все, что он должен сделать, принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Если он это не сделает, то мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь проблемы для населения, это его проблемы. Это цена войны. Ну и тут еще я добавлю новость сегодняшнюю о том, что этот Кушнер, да, зять, построит отель на месте Генштаба, который атаковала в те времена бомбежки Югославии. Ну, сейчас... Что, это Сербия согласилась с этим? Да. Это новая новость? Да, люди протестуют, но Сербия согласилась. Сербия согласилась. Значит, ждем в Сербии тоже, что происходит здесь. Что сказать? Давайте еще парочку вопросов из чата трансляции. Да, давайте. Значит, вопрос, Павел, известен ли вам термин философский зомби и как вы относитесь к их реальности? Что это за термин такой, философский зомби? Я не слышал. Ну, философский зомби, я знаю, Дарья Дугина работала на тему философия зомби. Ну, то есть, попытка анализировать, если я правильно понимаю вопрос, то это вот попытка показать символизм, скажем так, и вот этот образ зомби, он же очень такой глубокий, на самом деле. Он, казалось бы, массовый и поп-культурный, но там очень много. Ну, можно о нем долго сильно рассказывать. Ну, вот как просто пример. То есть, у зомби нет общества. У них как бы есть стадо, но они не составляют единого целого. Да? И в этом смысле это является таким отображением номиналистического философского принципа, который там тянется из средних веков. Вот если речь об этом, то да. Но это интересный вопрос, да, интересная тема. Жизель, не кажется ли вам, что интервью Зеленского британской «Гардиан» – это послание глобального Лондона Трампу? Ты не должен принуждать Киев к согласию на условиях Кремля. Спасибо. Ну, это то интервью, где свет включили, выключили. Это такой интересный момент был. Пожалуйста. Ну, проблем-то... Мы с вами много это говорили. Это же к вопросу об остановке войны и об историческом законе. Что платит проигравший? Да? То есть, как бы горе побежденному. Вот если ты отказываешься признать свое поражение, тогда война продолжается и на войне, как на войне. Вопрос в том, что выбираете. Сергей, протестантская этика предполагает прямую зависимость. Чем человек богаче, тем больше Бог его любит, как в ЕС и США. А как же быть, если люди массово беднеют, как в наше время? Это что, кара Божья? Нет, это скорее именно вызов, то, почему для господина Трампа так важно заключать эти виртуальные триллионные сделки и всячески доказывать, что мы самая богатая, самая успешная страна. Потому что делать, если мы не самые богатые и не самые успешные, и какие-то узко и так далее, осмелились жить лучше, чем живет американец, это значит, что Бог американцев перестал любить, что мы не избранная нация. Это тот самый онтологический кризис, который мы наблюдаем в прямом эфире. Это точно. Значит, так. Да, у всех, конечно, свое мнение. Да, это себе богатые отмазку придумали. Это просто замечательно. Значит, как вы считаете, у России не было безумных денег и желания подкупать украинскую власть, да и неэффективно подкупать. И вот решили отмолотить, чтобы другим неповадно было. Это правильно, на ваш взгляд? Нет, это не просто неверное утверждение. Как раз уж чего-чего, а денег-то, если реальных посмотреть, Россия Украине дала за время ее незалежности на порядок больше, чем все западноевропейские так называемые партнеры вместе взятых. Проблема была в том, что Россия не могла купить Украину не потому, что денег, им, повторюсь, в принципе, потому что с точки зрения украинцев, в той системе отношений, в которой в том мире, в котором эти отношения развивались, у России условно не было коробки с печатью по покупке. То есть дело не в количестве денег, а вот в статусе выдавать бумажки о том, кто тут человек, а кто тут нелядь. И поэтому Запад, тратя относительно небольшие деньги, всегда мог украинского, скажем так, элитария или украинскому населению сказать, что ты же все равно с ними быть не хочешь, ты же бежал. Дело же купить что? Покупают всегда деньги, это уже
глубинное последствие. Деньги сами по себе ничего не стоят, а идея, стоящая за деньгами. Так вот, проблема была в том, что украинцы, вне зависимости, украинское руководство, украинство, как идея, те, кто ее разделяют, абсолютно вне зависимости от количества денег, будут выбрали один этический, скажем так, культурный выбор, а не другой. То есть не общий там условно крест с этим народом, как бы он недостоин этого креста себя не вел, как бы он не страдал, как бы несовершенна была его система, как бы какие бы катастрофы ему не грозили за внутренние грехи, а вот попытки купить себе статус человека дальше, вот, скажем так, в этом саду имени господина Барреля. И вот за эту мечту в каком-то смысле украинцы крови-то и платили. А Запад денег-то потратил очень мало. А Россия денег потратила очень много за вот эти первые там, до 2014 года. Просто эти деньги ничего не стоили символически. Символическую цену человек выбирает сам. Да? То есть ты не можешь заставить, условно, я не могу заставить вас, Александр, условно ценить тот или иной символ. Это выбор вашего сердца. Сколько бы я вам денег не дал. Вы можете мне сделать вид, что вы как-то его временно цените, но по-настоящему ценить вы его не будете. Вот потому так оно и не работает. Михаил, Павел, можно ли от вас ожидать обзора на деятельность Питера Тиля и его основных идей? Всем привет из города воинской славы Мелитополя. Здравствуйте, уважаемые жители Мелитополя. Да, скорее всего, это будет уже на моем канале с моим соавтором Евгением Голубом. Мы затрагиваем эти вопросы кусочками так. Может быть, посвятим целиком этому эфиру. Спасибо за интерес. Да, поэтому подписывайтесь на Павла Щелина. Как бы тема емкая, ситуация с Питером Тиле специфическая достаточно, да, поэтому, там много, конечно, и, в принципе, и большой политики, но думаю, что будет интересно на канале Павла Щелина. А как тюркский мир? Турция вписалась за тюркские народы, включая якутов. Во сколько раз их население больше стало Российской Федерации? Помните анекдот про пожилого человека, доктор, вот, а у соседа каждый день, а у меня раз в месяц. Вот вы тоже рассказываете. Давайте финальный вопрос. Писание. Да. Нет, давайте. Хороший вопрос, я просто уточню. Стратегически это второй вызов. То есть, если смотреть на большую русскую культуру, на длинной дистанции, это точно так же, заметьте, как это было в Византии. Есть вызов Запада, есть вызов с Востока. Решение одного вызова не отменяет второй вызов. Но то, что там якуты, условно, пока якуты вроде граждане Российской Федерации, да, я вроде, если ничего не пропустил, поэтому все-таки вопрос стоит пока. Нет, смотрите, там тоже интересно. В контексте этой тюркской экспансии, там пошли как раз по языку. Хорошо, давайте, Александр, я вам объясню 3 тогда разных вопроса. Если говорить серьезно, какой вызов стоит перед Турцией, то у них стоит внутренняя шизофрения тоже. Точно такая же, как и любой большого проекта. Им надо определить, они османы, они в первую очередь, они мусульмане в первую очередь, или они тюрки в первую очередь. Вот пока наш господин, который умеет сидеть на всех стульях сразу, не будем называть его по имени, думает, что он может все сразу и все вместе. Нет. Это 3 разных проекта, и пока за всеми зайцами гонятся, не будет пойман ни один. Вот простой комментарий. Да. Кемалисты там, да. Если так посмотреть. Да. И тоже ведь интересно, да, вот Ататюрк вроде как стал, по атрибутам там второй Ленин, условно, да, учитывая, что именно, собственно, Ленин дал ему все оружие и денег, имеется в виду, что войну. Он я имею в виду, что и сейчас, вот вроде же 21 век, понимаете? Но никто не отказывается от этого всего, антуража, хотя идеи были немножко другие, о другом. Кстати, нет, давайте, Александр, честно скажем, не отказываются, рано от этого пока отказываться, но конфликт, условно, между кемалистами и вот, скажем так, расширятелями во все, причем и тюркскими, и османскими, и мусульманскими, я гостил в Турции недавно, очень сильно чувствуется. То есть, те люди, которые,
не знаю, я знаю вашу ситуацию, давайте так скажу. Много я слышал рассказов от тех людей, которые считают, что один большой политик наследие Ататюрка предал и ведет Турцию, мягко говоря, по ошибочному пути. Я вот так деликатно это вам скажу. Значит, так, ну давайте вот завершим этим вопросом. Вопрос Павлу. России не взять всей Украины для выполнения своих требований. Украине, понятно, тоже не победить. А где будет стоп? И возможно ли при таком раскладе хоть какая-то остановка? Это тот сценарий, который вы пробежали. Ну, вот давайте на нем закончим, потому что... Не, ну первый опять... Спросите, тезис, что значит не взять? Вопрос, за какое время? Да? За полгода не взять, за 20 лет взять. Вполне. Ну, просто давайте сразу. Просто вот я не люблю вот эти тезисы не взять. То есть человек, наверное, предполагает, что не взять быстро. Ну, быстро, когда он сказал, что это будет быстро, да? Это первый фундаментальный ответ. Нет, а сценарий, ну просто поймите, сценарий самый вероятный какой? Украина, какая бы власть ни пришла, июньский ультиматум не подпишет. А это на данный момент минимальные условия России. Значит, война будет продолжаться. Война будет продолжаться, пока Россия не выйдет на те границы, которые она считает конституционными. Когда она выйдет, будет новый ультиматум, который Украина не примет опять. И это все будет продолжаться, пока Украина не примет ультиматум России. Каким бы он ни был на тот момент. В 2022 году этот ультиматум выглядел как Стамбуль. В 2024 этот ультиматум выглядит как июньский ультиматум Путина. Будучи рано или поздно не отвергнут, будет новый ультиматум. В Будапеште будет ультиматум, который смогут принять? Нет, так это же от Украины зависит. Ничего лучше, чем Стамбул, ничего лучше, чем июнь 24-го. Какая разница, его в Будапеште озвучат или в другом месте? Опять, мы не говорили об этом много, но можете читать интервью Лаврова свежее. Россия от этого ультиматума не отходит. Поэтому, если украинцы готовы его подписать в Будапеште, ну окей, значит, в Будапеште это можно поставить на некоторую паузу. Если не готовы, то тогда место озвучивания этого ультиматума сути не меняет. Павел Щелин был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Благодарю, Александр. Друзья, спасибо, что посмотрели этот выпуск. Поставьте, пожалуйста, лайк и напишите, что думаете в комментариях. Самое главное в этот непростой период – беречь себя и друг друга. Добра и как бы цинично для украинцев, у которых отключение это не звучало, и света вам. Увидимся.